Кухня – это особое место в доме, которое не оставляет нам выбора. Если мы не будем здесь поддерживать порядок, то нам просто негде будет готовить, не из чего и нечего будет есть. Поэтому в продолжение темы о привычках и приемах, которые помогают нам без труда поддерживать порядок в доме, я решила отдельное видео посвятить именно кухне. Поехали! Для того, чтобы стимулировать себя и свою семью почаще мыть за собой посуду, а не копить целую гору и не ждать, пока все засохнет, надо постараться максимально упростить этот процесс. Например, для меня препятствием всегда было то, что от контакта с моющими средствами пересыхают руки, а каждый раз надевать перчатки и наносить крем не очень-то быстро и удобно. А дети так вообще не любят даже прикасаться к мокрым тряпкам и жирной посуде. И для моей семьи в свое время отлично сработали щетки и губки с ручкой, которые можно взять за эту ручку и быстренько, не надевая перчаток, помыть за собой тарелку или сковородку, практически не соприкасаясь с моющим средством. Есть такие губки, которые можно прямо заправлять жидкостью для мытья посуды, что делает процесс еще более быстрым и легким. Сейчас у меня посудомоечная машинка, но и она не решает проблему переполненной раковины. Мои домашние складывают туда посуду, это уже хорошо, но следующий уровень – научить их правильно расставлять и проносить посуду мимо раковины сразу в посудомойку. Так и мы не будем делать двойной работы, и раковина всегда будет оставаться чистой. И в моих же интересах иметь привычку с самого утра в обязательном порядке выгрузить чистую посуду, чтобы было куда ставить грязную. Иначе она все-таки окажется в раковине. Для того, чтобы приучить мужа, ребенка или себя перед выходом брать с собой пакет с мусором, нужно тоже устранить все препятствия. Согласитесь, человек, который бежит на работу, вряд ли имеет время копаться в мусоре, потому что мешок провалился внутрь, собирать огрызки вокруг, потому что они уже не поместились и вывалились из ведра. Поэтому само ведро можно взять немного большего размера, чтобы оно не успевало переполняться. А пакет нужно закрепить так, чтобы он не проваливался. И как бонус нам не придется так часто мыть то место, где стоит ведро. Очень удобно заряжать его пакетами сразу на всю неделю. Это также избавит от необходимости в частом мытье, потому что в случае, если мешок порвется и протечет, следующий спасет ситуацию. Около половины домашних хлопот можно избежать или хотя бы упростить. У каждой хозяйки для этого есть свои способы. Газовую поверхность можно застилать фольгой, когда планируешь много готовить. Рядом с индукционной под стеночку можно поставить дощечки, чтобы не забрызгать фартук и плинтус. Верх кухонных шкафов можно тоже застелить, чтобы не отмывать потом эту особую кухонную липкую пыль. Если надоело собирать крошки по всей кухне, можно перейти на нарезанный хлеб. А чтобы реже мыть микроволновку, надо накрывать еду колпаком. При выборе инвентаря и посуды я всегда отдаю предпочтение той, за которой легче ухаживать и которая подходит для мытья в посудомойке. Внутрь ящиков можно положить противоскользящие коврики. Для наглядности я сложу сюда разные мелкие предметы без разделителей и коробочек. Посмотрите, с ковриком все предметы остаются там, куда их положили. И кроме того, ящик открывается без лишнего шума. А без него все болтается, смешивается и открывается с грохотом. Коврики эти бывают в виде сетки или вот такие непромокаемые, они дополнительно защищают полки от грязи, потеков и царапин. Если на полке что-то стоит, что может пролиться, рассыпаться, оставить липкий отпечаток, то, возможно, легче будет достать и помыть этот коврик, чем полку, особенно если покрытие светлое, потому что там некоторые пятна могут и не отмыться. Кстати, я буду очень признательна, если вы тоже поделитесь в комментариях своими способами профилактики беспорядка и экономии времени на кухне. Все, что стоит на рабочей поверхности, покрывается пылью, брызгами и каплями жира. Поэтому каждый предмет на моей столешнице прошел контроль на предмет того, что мне легче и быстрее делать. Каждый раз доставать из тумбочки или время от времени мыть. Таким образом, я оставила только то, чем мы пользуемся по несколько раз в день, и то, что несложно протереть.
Кроме того, все стоит на пионерском расстоянии от варочной панели, чтобы туда не попадали капли во время приготовления пищи. Иначе потом придется мыть ни в чем не повинную кофеварку и сахарницу. Как и большинство хозяек, я не теряю ни минуты, пока на плите что-то жарится, варится, и стараюсь по ходу все убрать за собой, разложить по местам и помыть, чтобы потом не тратить на это свое время. Ну и, конечно, намного легче убирать незасохшие пятна и брызги. Но иногда стоит только моргнуть, как уже все убежало и пригорело. И чтобы дать себе фору и не стоять, не гипнотизировать кастрюли, я просто выбираю их большего объема, чем объем самого блюда. Так я могу спокойно заниматься своими делами и не переживать, что суп или молоко выкипит и пригорит, потому что я вовремя не убавила газ. Первым пришел, первым ушел. Это правило ротации продуктов, которые используют общепиты и магазины, чтобы покупатели брали товар с меньшим сроком годности, выставляя их вперед на самое доступное место. Я думаю, все знают, что за свежим продуктом в супермаркете нужно нырнуть в глубину полки. Это же правило я применяю и дома. В прошлом видео я показывала, как использую его, пересыпая остатки крупы с дна контейнера наверх. В холодильнике в первом ряду на уровне глаз я ставлю то, что уже открыто и нужно побыстрее использовать, а неначатые упаковки с более длительным сроком годности прячу подальше. Если я этого не сделаю и поставлю вперемешку, то мое семейство распечатает все одновременно без разбора, и мне нужно будет думать, как это все срочно утилизировать. Как вариант, можно организовать в холодильнике контейнер под кодовым названием «Съешь меня», куда складывать распечатанные продукты, которые нужно съесть в первую очередь. Если я заранее составлю хотя бы примерное меню на неделю и, исходя из него, список покупок, то куплю только то, что используется в течение недели, но, возможно, с небольшим запасом. А без плана я наберу полную корзину продуктов на всякий случай и далеко не всегда полезных, которые потом будут занимать кучу места в шкафчиках и холодильнике, а готовить будет все равно не из чего. Планирование же помогает иметь необходимый набор продуктов, не бегать каждый день в магазин и, несмотря на это, очень быстро освобождать место в холодильнике и шкафчиках. При составлении меню я всегда учитываю в первую очередь то, что нужно побыстрее использовать, а в конце недели в ход идут уже заготовки из морозильной камеры. Заготовки экономят время не только на приготовлении еды, но и на уборке кухни. Потому что каждый раз, когда мы готовим, мы обязательно заляпаем плиту, вытяжку, перепачкаем кучу посуды и бытовой техники, и раз за разом это нужно отмывать. Мне же очень нравится такой подход. Когда готовишь какое-то блюдо, сделать его больше, чем нужно. Один раз основательно испачкать кухню, переделав все грязные работы, один раз ее отмыть, заготовить все, что только можно заранее, отправить это в морозильную камеру и в будние дни готовить на скорую руку с минимумом грязных процессов, после которых не нужно будет тратить много времени на уборку. Приблизительно раз в месяц мы с мужем делаем закупки тяжелых продуктов и продуктов с длительным сроком годности. И перед этим я обязательно делаю ревизию в шкафчиках, чтобы выявить то, что залежалось, рассыпалось или закончилось, и пополнить их ровно в том количестве, которое необходимо до следующей закупки. Конечно, это безумно удобно, когда в доме есть запас и не нужно каждый день таскать тяжелые сумки. Но в условиях моей городской квартиры лук прорастет, картофель и морковь сморщатся, а в залежавшихся крупах заведутся насекомые. Возня с этим отнимает время, силы и драгоценное место в кухонных шкафчиках. Поэтому у меня есть список самого основного, что должно быть в доме, и мы закупаемся строго по списку, закрывая глаза на все акции. А если мы купили что-то в нескольких экземплярах, то не забываю про ротацию. Старые упаковки ставлю вперед, а новые задвигаю подальше. От того, как мы уйдем вечером с кухни, зависит то, как мы проведем утро. И чтобы оно было без стресса, в нашей семье есть обязательный вечерний ритуал. Собрать обеды, смести крошки, запустить посудомойку, зарядить и установить на время кофеварку. И тогда утром нас ждет не гора посуды, а чистая кухня, на которой уже без нашего участия заварен кофе, и все продумано для завтрака.
Кухонные шкафчики должны быть организованы так, чтобы они сами буквально протягивали вам все вещи, а не вы добывали их с огромным трудом. Особенно это касается моющих средств. Чем удобнее они организованы, тем легче их взять и тем больше шансов, что человек за собой поубирает. На моем канале есть отдельный плейлист с идеями для организации кухни. Поэтому я на этом долго останавливаться не буду, а приглашу вас посмотреть остальные видео.